Всем доброй ночи. Дорогие друзья, я уже говорила о том, что магия – это догмат. Магия – это связывание одной истины с другой. Магия – это особая форма обращения, заговоры, мольба к силам. Это использование различных методов снятия с человека, заклятия, проклятия, порчи, неудачи и прочее. Мы говорим, как правда то, что солнце встает каждое утро, так правда то, что случится то или это. Магия – это взаимосвязь одной неоспоримой истины с другой истиной. Вы как бы связываете неизменные, нерушимые с другой неизменной, нерушимой правдой. И это все не противоречит закону Вселенной. У меня есть несколько чисток на дым, но они предназначены для практиков, и там есть определенные слова, которые простому человеку не очень, точнее, опасно, затрагивать. Но я хочу подарить вам, как обещала, что в этом месяце я подарю много сильных чисток. Я хочу подарить вам очередную чистку. И эта чистка называется спасительная чистка на дым. Почему она спасительна? Потому что в тот момент, когда у вас закрыты дороги, эта чистка сработает, и у вас получится то, что вы планируете и хотите в данный момент. Но эту чистку следует повторять, как и все остальные. Я говорила, и я повторяюсь, что те чистки, которые я вам дарю, они окончательно не снимут то, что у вас. Потому что если там нужна работа профессионала, естественно, вы сами себе помочь не сможете. Но чистки, которые я вам дарю, могут вас вывести из этого оцепенения, из этой безысходности, а после вы сможете найти возможность прийти и получить профессиональную помощь. Если у вас незначительные вещи, то они вам помогут окончательно с этим справиться. Если вы эти чистки проводите вместе с мастером, который с вами работает, то результат намного сильнее, чем хотелось бы. Звучит немножко так с юмором, но это истина. То есть даже самый неожиданный результат обеспечен, если человек вместе с мастером проводит некоторые чистки, которые усиливают и ускоряют процесс перемен в его жизни. Я говорила и повторяюсь, не имеете вы права делать чистки за своих детей, за супруга, за маму, за кого угодно. Есть вещи, в которых я говорю, что вы можете просить за близкого человека, но чистки, каждый человек чистку проводит сам. Если человек не уважает силы, если человек не считает нужным просить, как говорят, просите и стучите, и отворится вам, да? Если человек не считает нужным просить, не считает нужным почитать эти силы, то силы тем более не считают нужным идти ему навстречу и помочь в том или ином вопросе. Вы никому чистки проводить не имеете никакого права. Эти-то чистки я вам даю таким образом, чтобы они вам помогали, чтобы они у вас ничего не брали взамен. Поэтому учу вас, как откупаться и прочее. А если уж вы еще будете для кого-то их проводить, вы можете этому человеку навредить. Ни в коем случае не смейте трогать эти чистки для другого человека, только для себя. Итак, дым. На дым читается очень множество заговоров и очищающих, и призывы на дым, и есть зазывы на дым. Дым – это определенная энергия, сгусток энергии, который выходит во Вселенную
унося с собой либо вашу просьбу, либо ваши, скажем, отрицательные моменты в жизни. На дым делается зазыв на мужчину. Есть различные зазывы. Может, как-нибудь там. Очень много и так я давала эти зазывы. То есть насыщается энергией слово «дым» и отправляется во Вселенную. И Вселенная слышит эту просьбу. Собственно говоря, этот дым как бы идет следом за человеком, находит и возвращает. Дым снимает с человека, счищает с него все трудности и, то есть, сейчас, секунду, точно так же забирает во Вселенную и растворяет в дебрях хаоса, то есть раздает миру ваше несчастье, ваши трудности, и оно больше к вам не возвращается. Что вам следует делать? Желательно фимиам. Если нету фимиама, то возьмите ароматные палочки вот эти. То есть то, что будет издавать, то есть источать дым, источник дыма на долгое время, пока вы будете читать. Вам следует делать следующее. 4 раза вы читаете стоя, держа в руке вот эту емкость. Можете какую-нибудь емкость взять, чтобы себя как бы и обезопасить. Стойте посреди комнаты босиком, распустите волосы, снимите с себя все украшения, можете оставить только обручальное кольцо, поворачивайтесь на каждую сторону и читайте. То есть, когда произносится юг, запад, восток, север, поворачивайтесь на юг, на запад, на восток, на север. И потом остальное время стоя дочитайте весь заговор. Снова, когда доходите до того момента, где нужно говорить юг, запад, восток, север, снова поворачивайтесь на 4 стороны, остальное стоя на месте снова читайте. Не обязательно, чтобы вы рассчитали правильно, где юг, где запад. Главное называть и поворачиваться на все 4 стороны света. 4 раза читайте, значит, держа в руке вот источник дыма. И 4 раза читайте, поставив посреди 2 свечей источник дыма. Дочитали, все оставляйте. Свечи догорают, это, значит, тлеет до последнего. Берите какой-нибудь мешочек или черную материю, или старую там какую-нибудь рубашку, клочок, да. Все это положите туда и 8 монет. Завяжите в узелок и отнесите, оставьте под дерево и говорите: откупаюсь, обернитесь и уходите, не глядя. Но можете это делать ночью, а откупиться на следующий день. Это не страшно. В течение дня, в течение 1 сутки вы должны это делать. Значит, проводим темное время суток. Про Луну не спрашиваем постоянно, потому что Луна не имеет никакого значения в этих ритуалах. Они называются универсальные, которые можно провести в любое время. Проведите, когда неудачи начинают вас душить. Чистка на дым – это практически открытие дорог даже на время, чтобы ваше дело пошло. Соль имеет особенность вытягивать. О, видели? Соль имеет особенность вытягивать, значит, на себя все отрицательные, все черные вот эти вот проявления вашей жизни. Огонь имеет особенность их сжигать. Дым имеет особенность оторвать с вас это и рассеять во Вселенной. Каждый метод и каждый способ очень действенный. Если их вместе проводить, еще сильнее. Я учила вас, учу и буду учить дальше это все делать, невзирая ни на что. Я вам обещала и говорила, что если я буду зацикливаться на всякой гадости, что вокруг нас творится, то пострадают абсолютно невиноватые в этом всем люди. А люди должны получить эту помощь. Они не должны расплачиваться за остальных
недочеловеков. Согласны со мной? Поэтому не думайте даже об этом. Как делали, так и будем продолжать. Мне сегодня как-то вопрос задавали, чтобы я не ушла, не устала от всего этого. Не уйду. Если бы я была такой слабовольный человек, я бы столько лет не держалась на плаву. И не поднималась бы все выше и выше. Итак, начнем. Поняли меня, да? Держите в руке, стоите посреди комнаты, читайте, доходите юг, запад, восток, север, поворачивайтесь. Юг, запад, восток, север. При каждом вот этом упоминании стоите на месте, дочитали дальше, потом снова. И так вот до того момента, пока у вас, то есть 4 раза прочитали таким образом, потом 4 раза читайте, поставив вот посреди 2 свечей. Свечи восковые, подойдут любые. И церковные, и обычные, но восковые свечи. И я попрошу в моих форумах какие-то нелепые советы не давать людям, переворачивать свечи и прочее. Ничего никуда не надо переворачивать. Они и так не имеют никакой какой-то христианской силы и прочее. Они обычные восковые свечи. Начнем. Именем врат вечности и бесконечного хаоса, именем 4 сторон. Юга, запада, востока и севера, земли и воды, печатью солнца и печатью луны, первым криком младенца и последним вздохом умирающего, именем светлых легионов и черных когорт, именем богов верхнего и нижнего мира, именем сил рассоздания и бессмертных демонов, и чашей вселенских весов заклинаю уйти как дым всем злым заклятием и проклятием и черным меткам, с глазу и зависти, неудачам на дорогах моих, уйти, как уходит дым, уйти, раствориться, как уходит неудержимо дым во вселенную, пропасть навечно, как уходит дым. И тем, кто удерживает это заклятие, черные проклятия возле меня. Уйди, как дым уходит неудержимо. Пропади, как дым уходит неудержимо. Освободи меня. Да будет так. Заклинаю истинно. Итак, проведите этот ритуал, когда чувствуете, что ваши дороги настолько закрыты. Видите, какая энергия появилась после прочтения. Вот. Да, очень сильная. Сами убедились, посмотрите. Когда видите, что ваши дела никак не двигаются вперед, и, понимаете, заклятие, оно может и словесное, и желание, и посылы, и прочее, прочее. Когда вы видите, что ни в какую ваша энергия не может как бы прервать вот этот вот вакуум, проведите этот ритуал. Видите, насколько сильно, вот последние слова еще раз. Хотя нет, не нужно. И этого достаточно. Активизировались сущности, и это говорит о том, что этот ритуал точно такой же, как и все ритуалы, спасительный и очень сильный. Посмотрите. После, когда вы начитали 8 раз, 4 раза стоя и поворачиваясь, 4 раза поставив на стол, ждете, пока догорят эти свечи, ждете, пока истлеет вот этот источник дыма. Это все вместе берете, значит, ложите в какую-нибудь черную материю или старую рубашку, или клочок от старой рубашки рвете туда, складываете это все, завязываете узлом и на следующий день относите под дерево. И со словами «откупаюсь», отворачиваетесь и уходите. Мне все время спрашивают, а что делать там с остальной рубашкой? Ну, выкиньте, в конце концов. Я не знаю, выкиньте, сожгите, делайте, что хотите. Это не имеет уже никакого значения. Вы просто со старьем отдаете вот все то, что накопилось, что вы сняли с себя. А остальное, собственно говоря, уходит
туда, уходит во Вселенную и освобождает вас. Желательно, когда будете провести, после открыть некоторое время окно и проветрить заодно, ну и освободить как бы дым, чтобы он ушел. Хотя он и так уйдет, но желательно, это усилит эффект. Всем удачи и всех благ.